Друзья, H96M9. Вот такой вот ТВ-бокс на ROG Chip 3576 с искусственным интеллектом, как они заявляют. 8 на 128 с 1000 мегабитным ланом и такие, знаете, вот прям и искусственно-интеллектуальный супер резолюшн, то есть это у нас там прям чуть ли не и апскейлинг, и у нас получается HDR, о чем они прям на панельке на передней написали, с голосовым пультом, с аэромышкой. Прям вообще идеальный ТВ-бокс, сказал бы я, почти за $100, но давайте разберем это в нашем обзоре на канале Технозон. Поехали. Слушайте, мы на страничке продавца, ссылка в описании под видео, где мы покупали. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видосы. А вот насчет ТВ-бокса поехали. Они прям со старту заявляют Super Resolution 8K видео медиаплеер, RK3576, короче, AI, SR и PQ. SR это Super Resolution, а PQ это HDR. Cortex A72 плюс Cortex A53, какой конкретно процессор, вы потом увидите именно распределение ядер. Mali G52 видеоускоритель, Android 14. Две странных формулы памяти 432 и 8128. Кстати, 8128, 64 бита архитектура, говорю вам сразу на старте обзора. То есть в PlayStation 2 поиграть можно. А дальше у нас гигабитный интернет, поддержка чего-то, но тут вот пошло интереснее. Маркетинг пошел нарастать. NPU 6 тераопс. Для чего NPU 6 тераопсом, я не знаю. Потому что есть вроде бы как Wi-Fi 6, который меня немножко разочаровал, и AV1 кодек. И опять AI они прям сюда суют везде. Ну давайте, для чего же они 8К декодят? То, что он декодит, это понятное дело. Выводить куда? И фильмы где брать 8К? Для чего это надо? Ага, пошли. AI MEMS, как они называют, ИИ. И тут они пишут 4К 120 Гц. Для чего они это пишут? Я вам объясню. Дело в том, что при 120 Гц вам и так никакой MEMS не нужен, и так не нужен никакой автофреймрейт, которого здесь нет ни при каком раскладе. Фильмы снимаются 24 кадра в секунду, а 120 делится на 24 без остатка, он и так фризовать не будет. Так же, как и YouTube видео, 120 на 60 будет 2, это будет без дробей, все равно фризовать не будет. IPTV, возможно, где-то в каких-то моментах 50-кадровая, но в целом это маркетинг. MEMS здесь нет, я его не нашел нигде, кадровую частоту он не повышал, и получается тоже ситуация, знаете, интересная, ни iFair, ни MEMS нет, зато AV1 есть, и Wi-Fi 6 какой-то бестолковый. Честно вам скажу, никаких вот ИИ фишек я не нашел ни в настройках, ни того, чтобы они хотя бы как-то себя проявляли. Кроме того, что в YouTube HDR не работает в стандартном, и для того, чтобы работал HDR, вам придется SmartTube Next ставить. Давайте сейчас мы его распакуем и пойдем потестируем. Итак, коробочка с H96 Max. Что внутри? Та-дам! Вот внутри. Я вам рассказываю. Блок питания 5 вольт 2 ампера 10-ваттный. Вот такой вот HDMI кабель. Пульт. Пульт у нас с голосовым поиском и аэромышкой. При этом, я вам скажу, пульт звенящий. То есть у него вот это вот все люфтит. Сборка неплохая, пластик плохой. Но пульт работает, сразу говорю. Давайте так. AI HDR. Мы уже с вами поняли, да, про AI HDR. Имеет стандартную форму ТВ-боксов сейчас, которая помощнее. Сзади у нас выход под наушники, разъем питания, SPDIF, LAN RJ45 на 1000 мегабит, HDMI 2.1, USB 3 и USB 2.0 стандарта. Спереди у нас просто полоска светящаяся. И все, больше ничего здесь такого интересного нет. Вот и весь ТВ-бокс. Разбирать не буду, потому что сделан достаточно добротно. С охлаждением посмотрите в самом обзоре. Ну что, перешли, потестируем. Ой-ой-ой, какой интересный интерфейс а-ля Android TV. Что самое интересное, действительно прикольно сделали. Хотя здесь нет рекомендаций, здесь просто вот так расположение самих приколов, вот этих вот приложений. У нас есть даже голосовой поиск. Ну давайте сейчас вот, какой фильм? Давайте, Черкасы. Фильм Черкасы. Оно прямо интересно, смотрите, фильм Черкасы нашло в ролях, в YouTube, SmartTube Beta, и оно ищет в разных, в дополнительных приложениях. Вот это вот топ. Я вам скажу, вот такой вот голосовой поиск, он классный.
Он классный, на этом ТВ-боксе это сделали действительно хорошо. Интерфейс убогий, без рекомендаций, без ничего, но тоже, я вам скажу, относительно прикольно выглядит. По настроечкам мы видим интернет, кстати, подключился без вопросов в интернет, если зайти там посмотреть, то он пишет уровень сигнала слабый, а вот это меня напрягает, потому что роутер от него всего лишь в 3 метрах, а пишет уровень сигнала слабый, но будем тоже пробовать. С аккаунтами вопросов не возникло, настройки устройства, экран. У нас просто вот есть HDMI, где поддерживается от 4К до 720p или 480p, но сам факт того, что здесь нет дробных частот, я хочу сейчас включить, кстати, 60 Гц, чтобы у нас не было микрофризов, здесь нет дробных частот, поэтому, ну, есть как есть, но при этом еще и с автофреймрейтом немножко непонятно. Почему? Потому что если пойти в экран и звук, есть у нас масштабирование текста, за это отдельное спасибо. Есть использовать частоту кадров, то есть вроде бы автофреймрейт есть, но его по факту нет. Я ни разу не видел, чтобы он что-то переключало. В расширенных настройках экрана можно выбрать форматы. Сразу вам говорю, Dolby Vision он не поддерживает, поддерживает HDR10. Вот так вот. И то, я вам скажу, в YouTube, в простом, я его получить не смог. В YouTube, в SmartTube Beta можете выставлять, конечно же, HDR вручную, но в стандартном YouTube вы его не получите. По звуку могу сказать сразу, вы видите вкладки. Dolby Digital Plus мы тестировали, есть, Dolby Digital есть, Dolby True HD есть. Dolby Atmos нет, сразу говорю, есть даже DTS HD Master Audio. И простой DTS в том числе. То есть мы протестировали все форматы звука, и по звуку действительно круто. Проигрывали через коди в режиме прямого проброса. Также у нас здесь есть декоды и битстрим. То есть мы здесь выбрали HDMI битстрим, либо на SPDIF. Тут все как бы вообще абсолютно стандартно. По входам у нас, видите, есть ЦИК расширенный более-менее. Но я вам скажу, аудиоконтроль не со всеми работает телевизорами. И аудиоамплифер контроль тоже не со всеми работает. Тут нужно пробовать. Тут тяжело сказать о полной совместимости, потому что все-таки это не сертифицированное устройство. Больше ничего нет, кроме в Advanced Settings можно выставить какой лончер и Performance Dial, который, плохо работает. Видите, он закрашивает сам себя, поэтому температуру нам придется смотреть в другом месте. Для температуры мы имеем специально вот такое вот окошечко, которое мы видели. Видите, вот 39 градусов, на него ориентируюсь. Охлаждение сделали действительно четко. Но давайте посмотрим, что это у нас за вообще устройство. То есть в AIDA 64 мы видим, что это ROG-чип, 3576 платформа, 8 на 128, центральный процессор. Если бы не реклама, то центральный процессор бы меня и не доставал бы. Давайте, ARM Cortex 53 2208, то есть 22208 МГц, и 4 ядра Cortex A72 2,3 ГГц. Кстати, 72 ядра такие же, как у NVIDIA Shield. В 64-битном режиме, и за отображение у нас отвечает Mali G52. То есть во что-то вы здесь сможете поиграть. Сеть имеет Connect 600 мегабит, 5 МГц. Тоже сейчас протестируем. Ну и температура, да, это она реальная, отображается, мы сможем с вами за ней наблюдать. По кодекам есть поддержка AV1. Вот, пожалуйста, от РК AV1, VP9, то есть стандартные кодеки все есть. Также наш пульт обладает вот этой вот аэромышкой, но пульт сам по себе, слышите? Он люфтит, у него крышка даже люфтит. Пульт низкокачественный. Сделан вроде красиво, вроде бы приятно, но низкокачественная Guan. Хотя голосовой еще и с аэромышкой. И громкость у нас тут регулируется. Да ты шо, ой-ой-ой. Автоматически добавлять субтитры? Нет, спасибо, не нужно мне автоматические субтитры. Если говорить сразу про мультимедиа, то давайте попробуем 4К 60 FPS. Но, опять же, повторюсь, в стандартном YouTube 4К 60 FPS хотя и работает, HDR в стандартном YouTube не работает. Для того, чтобы получить HDR, вы должны пройти в SmartTube Next что-нибудь подобное и уже там получать HDR. То есть, ну, тут есть как есть. И я сильно сомневаюсь, что они это исправят. Вы это тоже должны понимать. То, что вы здесь видите Netflix, это черный Netflix, на него не обращаем внимания, здесь просто телефонная версия с очень низким качеством. Ну да, вот давайте, я сейчас покажу, сейчас зайду. То есть никакого качества нам выбрать не дает, и то, что мы там будем пересмотреть здесь Netflix, это обыкновенный какой-то либо телефонный, либо планшетный с качеством, ну как максимум 720p, вообще HDR, даже до HD не дотягивает, как по мне, 480p скорее всего. По игровым своим возможностям
возможностям. iStorm Extreme максимально, Slingshot 2272 балла. И действительно, что здесь можно поиграть. То есть я действительно был удивлен. Есть поддержка DLNA, есть свой медиацентр для рукчипов, который написан, да, там обычно. Это как специально написанный плеер, в принципе. По тестам тестовых роликов, конечно же, он не поддерживает никакого Dolby Vision. При проигрывании, допустим, 7-го профиля он проигрывает HDR10, самый обыкновенный. При проигрывании каких-нибудь HD роликов он спокойно проигрывает все высокобитрейтные фильмы, все высокобитрейтные ролики, и торсер здесь будет тоже работать отлично. Но автофреймрейт нигде, сколько я не бился, нигде никакого переключения частот нет, как у нас сейчас даже не щелкает наш рекордер. То есть мы переключаем, автофреймрейта по факту нет. Но все высокобитрейтные ролики он проигрывает идеально, просто идеально. Вот тут Sony Vegas Tonga, это 4К, очень крутой ролик. То есть, пожалуйста, имеем что имеем. Наш вердикт такой. То есть по мультимедиа вообще данный ТВ-бокс очень даже неплох. Мы можем здесь смотреть какие-то стриминговые передачи, имеется в виду с любого стримингового сервиса, по типу Sweet TV, Megogo, Nexon. Вот, пожалуйста, я захожу ТВ онлайн и смогу смотреть IPTV-шечку через OTT-сервер, через OTT-сервисы. Вот, мы смотрим разные каналы. Давайте ICTV включим, работает. Новый канал HD, 1+1, еще ICTV HD. Все, ребят. Кроме того, что здесь нет автофреймрейта и реализовать его пока вообще никак, у меня вопросов по мультимедиа нет. Картинка достаточно яркая, рок-чипы всегда, кстати, славились такой достаточно красочной картинкой. Вот, пожалуйста, мы плохие парни, сейчас смотрим на Nexon TV. Кстати, ссылку на Nexon TV закину в описании под видео, для Украины очень классные цены на стриминговые сервисы. Тут я придираться не могу, но я вам сказал свое фе. Стандартный YouTube в HDR не работает, то есть я пользуюсь подпиской YouTube Premium, и как мне быть, то есть SmartTube Next мне он не нравится. И не могу, допустим, смотреть Netflix, и не могу смотреть с автофреймрейтом, хотя могу смотреть самые тяжелые фильмы на вот этом вот ТВ-боксе. То, что они пишут AI HDR, я вам честно скажу, тут у меня вопрос. Что значит искусственно-интеллектуальный HDR, если нигде даже никаких настроек, никаких намеков на какие-то дополнительные настройки HDR просто-напросто физически нет. Поэтому я сильно сомневаюсь, что здесь есть какой-то AI HDR. Давайте проведем, наверное, тротлинг-тест. О, у нас CPU-монитор закрылся, да? Это очень плохо. Он так прям выгружает. Несмотря на то, что у него 8 гигов памяти. Обратно вернули. Давайте еще загрузку поставим. Вот уже, прошивочка... Конечно, у него такая себе, страдает немножко от каких-то моментов. При том, что здесь действительно классно сделанное охлаждение. Ну вот смотрите, давайте стартуем быстрый тест на тротлинге и смотрим, что у нас получится. RK30 борт. Так, 100% загрузка, 61 градус. Все, ждем. Хотя они пишут, смотрите, температура 41, вот здесь 54, то есть упала. Мы смотрим на температуру, которая в нашем floating window 61-62. Что-то оно пишет, что есть какой-то тротлинг. На каком-то из этих, на каком-то из ядер. Ну ладно, подождем. 65 градусов. Подождем. Итак, мы имеем на текущий момент 76 градусов, 77. И скажу вам, не все так хорошо в тротлинг-тесте. Если давать нагрузочку на максималочку, то тут уж извините меня. Хотя пишет там температуру само приложение 65-66, скорее всего, подхватывает температуру памяти или какого-нибудь последнего ядра энергоэффективного. Но фактическая температура 77 градусов. Тут я тоже должен вас предупредить, хотя в контенте, в просмотре контента я никогда такой не достигал и выше 65 градусов не видел. То есть это то, что вот мы дали максимальную нагрузку, и тут вот мы с этим столкнулись. Все, да, получается. Смотрим. Нет, нагрузка еще 100%. Как-то все зелененькое. Посмотрим. Была небольшая усталость процессора, потом что-то у него там перемкнуло, какой-то процесс выгрузил, и температура начала снижаться. Да, вот смотрите, он чуть снижал частоты внизу, мы видим. Смотрите на графике от 200 до 250. Он снизил частоты, подостыл и пошел дальше отлично. Потом поднял частоты снова.
67 градусов. Чего-то вот как-то странно для меня это все произошло, но в принципе давайте уже дождемся конца теста. Ну все, давайте детализованный результат посмотрим. В принципе график неплох, у нас, ну, по температуре я вам уже говорил, 76-77, я не скажу, что он сильно тротлил чем-то. Он не тротлил практически, он где-то там единожды сбросил частоту, что самое интересное. Как открыть недавние приложения на Rockchip? Ну, честно говоря, для меня это загадка, возможно, кто-то знает. Напишите, пожалуйста, приложение. Не знаю, работает ли здесь TV Quick Actions, я бы с удовольствием, напишите мне, будет интересно. По поводу Antutu. Тест Antutu нам показал 385 850 баллов, и действительно на этом тоже можно будет поиграть. Это такой, знаете, как очень бюджетный смартфон, но на смартфон уже смотрят, играют. И заметьте, как температура провалилась, 53 градуса сразу. Так, теперь тест скорости сети. Проверяем 5 гигагерцовый Wi-Fi. Давайте стартуем. 100 слабовато, ребят, слабовато, с 200. Ну, я же говорил, коннект низковат для Wi-Fi 6, как они обещали. Ну, под 200 мегабит. Не так и плохо, это средний результат для 5 ГГц. Но это и не топ. Топовые у нас сейчас доходят до 300-400 мегабит. А есть те, которые, допустим, там экстра топы там по 600 мегабит тягают. Здесь сейчас у нас мы видим 200 на 200. Сейчас еще перемеряем в другом тесте. Леночка, нам нужен кабель, пожалуйста. Не, давай 2.4. Стой. Не так мы сделаем. Мы сейчас с тобой протестируем в другом тесте сразу. Но у нас должен быть развернутый тест. Так, проверим еще на спид-тесте, просто вот таким внутренним тестом. И я вам скажу, что тут, ну, на этот тест ориентироваться, я вот тестирую максимальные возможности. 120, 130. Все, дальше не буду проверять. То есть мы имеем с вами максимально 200 мегабит, которые здесь можно получить. То есть бокс сырой не стоит таких денег, я вам сразу говорю. Вот он своих денег не стоит. Так, теперь тестируем 2.4 сеть. Стартуем. О, а 2.4 неплох. 100 мегабит для 2.4 это очень хороший показатель. То есть такой, знаете, половинчатый от 200. 100 на 108. Все, вставляй LAN RJ45 и будем понимать, сколько он. Я надеюсь, он гигабит. Подключилась. Сеть Ethernet подрубилась. Ну, смотрим. Кстати, для тех, кого мучает вопрос, есть ли здесь точка доступа, точки доступа в данном ТВ-боксе нет. Некоторым для чего-то нужна. Но я знаю, обычно таким образом включают точку доступа еще и смарт-телевизор, для того, чтобы он, если далеко от роутера, если LAN RJ45, то они точки доступа берут от ТВ-бокса. Пробуем LAN RJ45. Я думаю, что здесь гигабит. Посмотрим. Да, здесь чистый гигабит. Тут, кстати, по LAN RJ45 вообще вопросов нет. Но бокс такой сомнительный. За эти деньги лучше взять вот что-то поинтереснее. Да и сама по себе H96 зарекомендовала себя не как самый долгосрочный производитель боксов, которые там долго поддерживаются. Нет, они обычно там что-то выпустили и забыли про него. То, что процессор мощный, да, но кроме, допустим, Йогуса никто доделывать эти прошивки не умеет. Вот если бы кто-то взял, допустим, тот же самый TOX. А что у нас на Rockchip вышло? У нас вышел TOX 4. Если бы кто-то слямзил прошивку с TOX 4 и переделал бы сюда, вот это был бы топ. Я вам серьезно говорю, с автофреймрейтом, со всей фигней. 977 на 508. Все хорошо. И у нас с вами получается, что сейчас-то и тестировать уже нечего. Мультимедиа. YouTube работает, IPTV работает, стриминги работают. С жесткого диска любой размер работает, и TorServe, потому что я сейчас не имею права на YouTube показывать, работает без ограничений. То есть он тянет. Через LAN особенно, так вообще просто суперок. Остаются у нас какие-то игровые возможности. Так как здесь 64 бита архитектура, можно попробовать установить PlayStation 2 эмулятор. В принципе, должно работать. Хотя по Antutu 380 тысяч баллов маловато, как по мне. Давайте попробуем PS2 ISO. Его, видите, его сносит. Плагины требуют. Ну давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Очень интересно. Если запустится PS2, то в принципе он и так нам подходит, этот ТВ-бокс, для, допустим, эмуляторов различных. Но тут имеется в виду, интересно, под PS2 подойдет или нет. У меня, кстати, есть под PS2 различные штуки. Но дело в том, что у меня только CHD-шки.
Так, и что у нас тут? Он написал чего-то. Да ладно, заработал. PlayStation 2 заработал, надо геймпад подключать. Все, можно шпилить. То есть вот это вот уже плюс. Вот это вот уже плюс. Да, TV-бокс не идеален, но то, что можно поиграть в какой-то там PlayStation 2 эмулятор, то есть можно совместить. А ну давайте я все-таки выберу, например, Mortal Kombat, God of War 2. Или Mortal Kombat, или Need for Speed. Мне интересно, что можно поставить, а? Что включить? Давайте включим God of War 2. Все-таки интересно. Слушайте, это вот прям вот топовая новость. Да ладно, слушайте, God of War 2. Ну что я могу сказать? Ну, с этим ладно. Работает. Работает и отлично работает. Не тормозит. Да, здесь достаточная производительность для того, чтобы не морочить себе голову. Графичка, конечно, для это PlayStation 2 все-таки. Это не какие-то другие варианты, но вот, пожалуйста. Давайте порубимся. Так, прыжок. Что там у нас? Да нет, тут, блядь, рубашусь, короче. Рубашусь в этот. Ну ладно, хорошо. За это большой огромный плюс. PS2 тут заработал, на удивление. Давайте еще какую-то одну игру достаточно мощную я запущу, которая будет достаточно для тестирования именно игровых возможностей. И будем переходить, делать выводы. А вот тут вот у нас неприятный момент. Если в PS2 я этого чуть не слышал, я не видел, я вам сейчас объясню, в чем фишка. Сейчас покажу. Вот я его прямо сейчас ощущаю. Я использую сейчас GameSir, геймпад. Давай. Сейчас я вам объясню. Мне главное войти в режим выстрела, и если это подтвердится, то это жопа. Ой, смотрите, как прикольно работает, а? Прям вот вообще быстренько, знаете, так. Не-не-не, никуда я выходить не собираюсь. Так, смотрим. Меня интересует именно задержка. Насколько здесь... Сейчас мы зайдем в менюшечку. В настроечки. Графика FPS. 30 FPS ограничения. Давайте применим ее. Так, и пошли с вами чуть-чуть постреляем. Геймпад у меня говно полное. Сейчас GameSir G5. Я его когда-то сказал же всем, сказал не покупать. Сам его себе оставил. Зачем, непонятно. Слушайте, а работает. Работает. Я прям удивлен, что оно работает. А куда надо идти здесь? 16 метров вниз, да? Ну, давайте. А, вот, на консоли надо что-то включить. Так, включили. Что дальше? Задание вытащить маячок из бака. Из какого-то? Из какого бака? Куда мне надо бежать? Сюда. Но он тянет. О, стоять. О, опа, профриз на 60 FPS. Есть. То есть 30 FPS надо ставить. Ну, тут ушибся. Давайте 30-очку ставить. Да, не такой он и мощный. Хотя и тянет, допустим, тот же самый PlayStation 2. То есть 30 FPS надо ставить. 30 и не морочить себе голову. Пошли дальше. Не, ребят, ну такое, на ТВ-боксах я вообще не любитель играть. То, что он подходит для, допустим, для эмуляторов, это хорошо. То, что он на нем можно поиграть вот в такого рода игры, тоже хорошо. Супер игровой консолью я его не назову, и супер мощной. С учетом того, что он и как ТВ-бокс не состоялся, и как игровая консоль не очень мощный. Но все-таки давайте сделаем какие-то выводы.
А в качестве выводов скажу, я однозначно не могу рекомендовать этот ТВ-бокс для тех, кто любит смотреть кино. Это не для кино ТВ-бокс. Поиграть в какой-то там эмулятор возможно, да, потому что без геморроя. 64-бит система есть, более-менее нормальный интерфейс, и какое-то кино показывают, и в эмуляторы поиграть можно. Но, насколько он производительный в конечном итоге будет, я вот, не могу сказать. Я не могу сказать, что там не появятся проблемы. Ix96 это одна из тех компаний, которые, не дорабатывают свои ТВ-боксы. Они забрасывают разработку новых прошивок. Если кто-то портирует, например, с Токса 4, то мы что-то еще и получим. А так за $100, извините, я не вижу смысла его вообще брать. Если вы PS2 дрочер, то извините меня, купите, пойдите бэушку PlayStation 2, будет дешевле и качество намного лучше. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.